Всем привет! Вы на канале 88 Клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видеоролике я вяжу модную и стильную сумку-шопер с накладным карманом из плюшевой пряжи. Характеристики моей пряжи: в 100 граммах нити 120 метров. Я выбрала нежно-фиолетовый цвет на весенне-летний сезон, но модель сумки демисезонная, прекрасно подойдет на весну, лето, осень и даже зиму. За вами выбор пряжи и ее цвета. Также я приготовила сантиметровую ленту. На каждом этапе вязания буду озвучивать рядность и размер своего изделия, для того, чтобы вы могли легко и просто пересчитать на любую пряжу и плотность вязания. Сумка прекрасно будет смотреться из трикотажной пряжи, шнура, джута и даже шерсти. Также я приготовила крючок номер 6, маркеры, ножницы и бирку для своего готового изделия. Все характеристики, размеры, а также расход пряжи указываю в описании под этот ролик. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, приступим к работе. Вязать я буду сразу от 2 мотков пряжи в 2 нити. Делаю запас нити, он потребуется для сшивания деталей порядка 2 с небольшим метров. Далее набрасываю нить на крючок, таким образом, чтобы край нити оказался перед работой. Подхватываю рабочую нить и создаю первую петлю. Убираю запас нити в сторону. Далее вяжу от мотков цепочку из воздушных петель. Мне нужно 74 воздушные петли. Не вяжу слабо, вяжу достаточно туго, именно на тот размер крючка, который я выбрала, чтобы петли были компактные и сумочка в будущем имела осязаемую форму. 74 петли готово. Далее я складываю свою цепочку ровно пополам. Это и будет размер, глубина сумки. У меня сейчас 33 сантиметра. Итак, я выхожу на первый ряд. Первую точку для провязывания я пропускаю. У меня остается 73 точки для провязывания. В дальнюю полупетлю за полудушку я вставляю крючок, подхватываю нить и провязываю столбик без накида. И так далее. В каждую следующую полупетлю я вставляю крючок и провязываю столбик. Получится 73 столбика в ряд. Вяжу до конца ряда. Последний столбик провязываю в основание моей цепочки из воздушных. Готово. Теперь петля подъема. Переворачиваю вязание. И следующий ряд вяжу, пропуская петлю подъема во вторую точку за дальнюю полупетлю, столбик без накида. Дальняя полупетля. Обязательно захватить 2 ниточки полупетли, так как я вяжу в 2 нити. Точно так же не слишком слабо, не очень туго. Эта пряжа не любит тугого вязания, потому что она имеет фактуру и вот такую небольшую пушистость. Но полотно не должно быть слабым и дырявым. Продолжаю вязать столбики без накида в дальнюю полупетлю. Так ряд за рядом. Каждый следующий ряд похож на предыдущий. Довязываю до конца ряда, петля подъема, переворачиваю и в дальнюю, вторую от меня полупетлю вяжу столбики без накида на необходимую ширину изделия. Сейчас у меня провязано 27 рядов. Это 28 сантиметров в ширину. Так, теперь мне нужно сложить изделие пополам
и здесь проложить шов по одному из краев. У меня будет шов проходить там, где у меня рабочая нить от клубка. То есть продолжаю. Здесь уже вставляю крючок под обе дужки кромочной косы с одной и с другой стороны. Это важно, чтобы было крепко и надежно держалось. Столбик без накида. Далее снова за обе дужки кромочной косы с одной и с другой стороны. И снова столбик. Так до конца ряда. Последние 2 столбика. Отрезаю нить с небольшим запасом. Вытягиваю. И здесь можно спрятать ее под предыдущий ряд шопера. Сейчас за вами решение выбрать лицо изделия. Возможно, какая-то сторона кажется вам более аккуратной, или вам нравится такой край обработки, или, возможно, изнанка этого шва вам больше нравится. Это решение остается за вами. И сейчас я отвлекусь на вязание накладного кармана, так как пока второй край изделия у меня не сшит, его легко будет пришить сюда. Я набираю необходимое количество петель с небольшим запасом нити. Первая петля и далее цепочка из воздушных. У меня 15 звеньев цепочки из воздушных. Я прикладываю. Получается чуть меньше, чем мне нужно, но у кармана будет еще обвязка. То есть на данном этапе это глубина кармана. И в сантиметрах где-то 14 сантиметров. Я пропускаю первую точку для провязывания. Во вторую полупетлю ввожу крючок. Столбик без накида. И так до конца ряда. 14 столбиков провязано, петля подъема у меня уже тоже провязана. Переворачиваю, далее вставляю крючок, пропуская петлю подъема за обе дужки кромочной косы, и за ближнюю, и за дальнюю. Столбик без накида. Далее то же самое за обе дужки кромочной косы, столбик без накида. Чтобы карман был немножко плотнее, вяжу чуть-чуть туже. Или можно перейти на крючок на полразмера меньше. Сейчас вяжу ряды туда-обратно по 14 столбиков в каждом ряду на необходимую ширину кармана. Сейчас у меня навязано 16 рядов по 14 столбиков в ряд. Размер заготовки 17 сантиметров на 14. Я перехожу к обвязке кармана. Вставляю в последнюю точку, куда вывязан столбик, еще раз крючок и провязываю столбик уже по стороне, которая перпендикулярна ряду. Здесь, соответственно, каждому ряду я вывожу столбик. То есть, если у меня 16 рядов, значит 16 столбиков я должна провязать. Здесь снова, чтобы провязать угол, вставляю крючок в угловую точку и перехожу на вязание ряда со стороны, где начинался мой карман. Соответственно, каждый столбик провязывается в каждую следующую точку для провязывания. Здесь в угловую точку я также вывязываю 2 столбика. Край начала нити пускаю в полотно, чтобы лишний раз потом его не прятать. Здесь то же самое по аналогии с противоположным краем. Напротив каждого ряда я вывязываю столбик. Прикладываю карман
и намечаю точки углов кармана. Конечно, я здесь оставила один ряд для образования шва, запаса. Точки пришивания 16 по одной, 16 по другой, такое же расстояние по высоте между маркерами. Все, перехожу к пришиванию. Мне нужно вывернуть наизнанку, потому что основной шов пройдет по изнанке. Найти маркированную точку и в нее вытащить петлю из рабочей нити. Каждое последующее введение крючка будет в соответствующую точку на пути к другому маркеру. Готово. Далее удобно располагаю. Крючок здесь будет входить в следующую точку. Здесь будет выходить в следующей точке по карману. И подхватывать рабочую нить. По изнанке будут образовываться соединительные петли. Далее следующая точка. А по лицу просто аккуратные стежки. Чтобы упростить задачу, можно пришить карман иголкой. Но этот способ мне подходит и визуально нравится. Каждая последующая точка хорошо видна. Если не пропускать намеченные точки для пришивания, то угол придется ровно на отмеченный маркер. Удаляю маркер и продолжаю двигаться уже к противоположной стороне. Выводя петли наизнанку и провязывая соединительные. Так выглядит горизонтальный шов по изнанке. Перехожу на лицо, удаляю маркер и осталось пришить последнюю сторону. Вытягиваю нить и прячу кончики. Здесь по изнанке, достаточно не очень глубоко, можно образовать узелок. Здесь увести в глубину кармана. Готово. Теперь выворачиваю изделие и прокладываю второй шов. Здесь у меня был запас нити, с помощью которого я за обе дужки формирую первую петлю. Вытягиваю петлю, провязываю столбик. И так далее. Прокалывая одно и второе полотно за обе дужки кромки. Я уже маркерами наметила точки, где будут вывязаны ручки. Толщина ручки 4 петли, поэтому 1, 2, 3, 4 петли. В каждой точке я отметила от маркера до маркера. Обращаю ваше внимание, ручки строго друг напротив друга. Расстояние между ручками по лицу и задней части сумки одинаково с расстоянием между ручками по боковой части сумки. То есть по всему периметру вот эти 4 расстояния между ручками одинаковы. Если вы держите эти пропорции, ручки будут гармонично смотреться на сумке, и она никакой частью своей не будет провисать больше, чем другой. Итак, беру точно так же нить в 2 сложения, удаляю первый маркер, вставляю крючок, формирую первую петлю. Край начала окончания нити ввязываю тут же в полотно. Итак, первый столбик, далее второй, третий столбик без накида,
Удаляю маркер, 4 столбик. Петля подъема. Переворачиваю вязание. Эти нити также направляю в полотно, хватаю первую петлю за обе дужки, минуя петлю подъема. То есть вяжу ручки таким же узором, как и карман сумки. За обе дужки и столбик. 3 и 4 в основание начала ряда. Петля подъема. Переворачиваю вязание, пропускаю петлю подъема и снова 4 петли. 45 рядов моя ручка. Мне на данном этапе достаточно. В сантиметрах это 44-45 сантиметров. Хозяйке этой сумочки всего 9 лет. Так что если изделие нужно на больший рост, соответственно, увеличивайте длину ручки. Удаляю крючок. Здесь у меня намечены точки для пришивания. Пришивать буду также по изнанке, чтобы здесь был аккуратный шов. Но у меня есть небольшая деталь. Это брелочек, который оденется здесь на эту часть сумки. Готово. Все. Теперь я перехожу к пришиванию. Удаляю маркер. Вставляю крючок в эту точку, увожу петлю на изнанку и далее поочередно следующая точка по сумке и по ручке по изнанке соединительная, 3 точка по изнанке соединительная и последняя точка. Удаляю маркер в угловую точку ручки, увожу нить и провязываю соединительную. Обрезаю с небольшим запасом и вытягиваю. Вторая ручка связана по аналогии с первой. Сумочка очень мягкая и уютная, не хочется выпускать ее из рук. Я вязала сумку по заданным размерам. Она специально для посещения дополнительных занятий по английскому для моей дочери. Размер сумки прекрасно вмещает типовой учебник. 27 сантиметров в ширину и 35 сантиметров в глубину. Размер накладного кармана 18 на 15. Сумка шопер прекрасно дополнит любой образ в любой сезон. За вами выбор пряжи и цвета. Изделие можно выполнить в любом размере и добавить любые аксессуары. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!